Как сделать простую, но в то же время нормально работающую систему водопровода для дома своими руками, ты узнаешь из этого видео. Эта серия видеороликов посвящена всем, кто мечтает построить дом своими руками. В ней мы на собственном опыте показываем строительство небольшого бюджетного дома, строительство которого мы ведем простыми методами с минимально приемлемым бюджетом. Если ты хочешь увидеть завершение строительства этого дома и узнать его стоимость в сегодняшних реалиях, подпишись на наш канал и нажми на колокольчик. В прошлой части мы с женой начали изготовление инженерных систем и закончили разводку канализации по дому. А сейчас приступили к изготовлению системы водопровода. Система водоснабжения для нашего небольшого дома, который имеет размеры всего лишь 60 квадратных метров, практически ничем не отличается от систем водопровода для большого дома. В доме отца будет присутствовать кухня, 2 санузла и другие элементы, требующие подключения воды. Так что количество точек подключения будет такое же, как и у любого другого дома. Работы по водоснабжению дома начались еще на ранних этапах из пробоя скважины. 25-метровую скважину нам пробили 2 наемных рабочих. Приямок для насоса кессон стандартно выполняют из бетонных колец с диаметром в 1 метр. Мы же использовали кольца с диаметром 80 сантиметров. Они немного дешевле, плюс мы обошлись без дополнительной крышки и прямо на кольца установили люк. Хотя в итоге, в незначительной мере, это и усложнило монтаж насосного оборудования. К дому воду подвели, выкопав траншею глубиной в 120 сантиметров. В траншею уложили 25-миллиметровую ПНД-трубу вместе с кабелем питания насоса с сечением жилы в 1,5 мм квадратных. Диаметр нашего кессона получился чуть больше 60 сантиметров. Да, это достаточно мало, чтобы монтировать и обслуживать насосное оборудование. Классически здесь размещают насосную напорную станцию, состоящую из центробежного поверхностного насоса, гидроаккумулятора и управляющего реле давления. Мы же, руководствуясь опытом, разместили в кессоне только центробежный насос, а гидроаккумулятор и управляющую автоматику разместили в доме. В этом решении есть ряд преимуществ. Из этих 3 основных компонентов наименьшего обслуживания требует центробежный насос, и его размещение в кессоне вполне логично, так как, находясь поближе к воде, он намного эффективнее работает на всасывание. А также он наиболее стойкий к влажной среде, которая по сути и присутствует в этом приямке. Стальная бочка гидроаккумулятора, напротив, в подобной среде начинает быстро коррозировать. Именно по этой причине на рынке присутствуют гидроаккумуляторы, корпуса которых выполнены полностью из нержавеющей стали. Но и стоят они соответственно на порядок дороже. Влажная среда кессона также пагубно влияет на реле давления, которое не имеет полной герметичности контактной группы. Недорогое китайское реле давления служит в подобной среде не более 1-2 лет до полного выгорания контактов. Разместив гидроаккумулятор и реле давления в доме, можно в разы увеличить их срок эксплуатации. Естественно, подобную систему я уже испытал в собственном доме. На гидроаккумуляторе никогда не выпадала роса, а о работе реле давления я и не вспоминаю. В кольцах нашего кессона уже были отверстия для прокладки трубы. Не повторяйте наших ошибок и при монтаже колец обратите на них внимание. Посадочным местом для центробежного насоса мы использовали брусок дерева, в который смонтировали 2 крепежных болта. Этот брусок из сосновой доски я приклеил с помощью монтажной пены к куску газоблока, дополнительно усилив это соединение саморезами, закрученными наискось. Перед монтажом насоса я вкрутил в него все резьбовые и переходные фитинги. Для уплотнения и герметизации резьб в основном использую паклю и паковальную пасту. Из 10 соединений, посаженных на паклю, у меня получается 0 протечек. А из 10 резьбовых соединений, уплотненных с помощью фум-ленты, как минимум одно придется перепаковывать. Здесь насос будет стоять в приямке, и нам в спешке было сподручнее воспользоваться именно фум-лентой. Количество витков фум-ленты почти всегда нужно подбирать интуитивно, в зависимости от ее толщины и ширины, а также учитывая диаметр резьбы и ее качество.
Ленту накручиваем вдоль завинчивания резьбы, держа катушку к ней обратной стороной. Это позволяет удобнее контролировать силу натяжения ленты. В подобной системе нужно обязательно использовать обратный клапан, который я установил на выходе насоса. Обратный клапан удерживает давление воды в системе при неработающем насосе. И его можно установить как на вход, так и на выход насоса, но до гидроаккумулятора и реле давления. Фитинги ПНД трубы имеют в своем составе резиновый сальник и хорошо уплотняются самостоятельно. Но я все же использую силиконовый герметик, который облегчает посадку этих фитингов на трубы, а также он заполняет любые царапины на самой трубе, минимизируя любые возможные подтекания. Силикон никак не имеет возможности попасть внутрь трубы, так как сам сальник фитинга выдавливает его излишки наружу. Финалом установки центробежного насоса стало подключение кабеля. Здесь двойная скрутка кабеля с обильным количеством изоленты вполне жизнеспособна. Супруга выполнила обратную засыпку траншеи с послойным трамбованием и заливкой водой каждого слоя. Потом мы приступили к внутреннему монтажу системы водоснабжения. В этом месте за трубами водопровода будет присутствовать и электропроводка, которую мы смонтировали заранее. Об электропроводке для дома своими руками в будущем будет отдельное видео, так что там о ней более подробно. Изначально мойку на кухне, под которой мы разместим основную часть системы водоснабжения, планировалось разместить в другом месте. Поэтому и вход воды в дом, и выход канализации оказались немного не в том месте, и их пришлось перенести. На стене я разметил положение основных элементов и просвердил отверстие выхода воды на улицу. Газобетон свердлится очень легко. Я просвердил его самодельным перьевым свердлом по дереву. Посадочное место для монтажного колена усилил деревянной вставкой, посаженной на монтажную пену. Этой же монтажной пеной я зафиксировал трубу в отверстии. Для начала под мойкой нужно разместить самые крупные элементы системы, такие как гидроаккумулятор и фильтра для воды. Все элементы системы должны размещаться в удобной доступности, но при этом минимально занимать полезное пространство, так как оно под мойкой еще пригодится, например, для мусорного ведра. Все резьбовые соединения внутри дома я уплотнял с помощью пакли и пасты на основе олифы. Весь водопровод в доме мы изготовили из полипропиленовой трубы под пайку с диаметром в 20 мм. Это одно из самых дешевых решений, при этом очень надежно. Фитинги, включая шаровые краны для пайки, стоят очень бюджетно. Освоить самостоятельную пайку тоже не составит никаких проблем, а дешевый китайский паяльник для труб вполне справляется со своими задачами. Например, этот паяльник, который я одолжил у своего друга, уже спаял не один десяток систем отопления. Выставляем паяльник на 250 градусов, 20-мм трубу с фитингом нагреваем в течение 5 секунд, соединяем, быстро позиционируем и выдерживаем 5 секунд для фиксации. Остатки полипропилена подгорают на насадках паяльника, поэтому эта работа достаточно вредная и нужно защищать себя маской с угольными фильтрами. Разметив размещение всех элементов, удобно спаиваем крупные элементы отдельно и монтируем их на место.
На всю систему водопровода в доме я установил один запорный кран, перекрывая который можно заменить фильтр, а также любой смеситель. При этом автоматика и кран выхода воды на улицу остаются работоспособными, чтобы при временных ремонтах оставался хотя бы один источник подачи воды. Ну а для ремонта насосного оборудования можно отключить отдельный автомат в электрощитке. Выход воды на улицу я разместил перед фильтрами, чтобы, поливая водой огород, не использовать их ресурс. А также этот выход продублировал еще одним запорным краном. В зимний период перекрываем кран внутри дома и спускаем воду из трубы, находящейся внутри стены, открыв наружный кран. Трубу внутри стены я заранее смонтировал с уклоном наружу. Таким образом, наружный эксплуатационный кран не разорвет льдом. Полипропиленовую трубу крепим к подводной ПНД трубе с помощью переходного фитинга американки. С помощью таких же фитингов американок крепим полипропиленовую трубу к остальному оборудованию. Американки очень удобны, с их помощью можно легко сдемонтировать любое оборудование для обслуживания. На этой подводящей ветке также размещен гидроаккумулятор и два тройника с резьбовыми выходами. На них будет посажено управляющее насосом реле давления и манометр для его регулировки. Под гидроаккумулятор я подложил кусок пенополистирола с толщиной в 20 мм. Сейчас он задает временный зазор, который в последующем будет заполнен напольной плиткой. После установки и подключения реле давления мы отрегулировали давление воды в системе, ориентируясь на манометр. Для фильтрации воды я смонтировал две 10-дюймовые колбы. Вода из скважины идет чистой, поэтому фильтр грубой очистки нам не понадобился. Скорее всего, в колбы установим обезжелезывающий картридж и картридж со спеченным углем. На все трубы мы надели утеплитель из вспененного полиэтилена. Эта изоляция холодной трубы нужна лишь как противодействие выпадания на ней конденсата. Всю остальную разводку воды по дому мы уже покажем в следующей части. И там же озвучим финальную стоимость всей системы водопровода. Также в ближайшем будущем мы покажем монтаж отопления своими руками и простую разводку электрики с минимальным набором комплектующих. Чтобы не пропустить все эти полезные видео, подпишись на наш канал и нажми на колокольчик уведомлений. Нас уже 250 000, присоединяйся и ты. Друг, я также прошу тебя оцени это видео вот здесь по 5-бальной системе и не забудь высказать свое мнение в комментариях. С вами был Гена, канал My Galaxy, жизнь своими руками. Увидимся в одном из этих видео. И да, отдельное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.